Это должен был быть обычный вылет. Международный аэропорт Инчхон бурлил своей обычной хаотичной энергией, щелчки затворов фотоаппаратов, похожие на быструю стрельбу, фанаты выкрикивали имена, а сотрудники службы безопасности расчищали путь через переполненный терминал. Джей Хоуп и Чингук направлялись в Нью-Йорк на предстоящий международный рейс. На первый взгляд все выглядело совершенно нормально. Джей Хоуп улыбался, осыпая прессу своими фирменными теплыми волнами, а Чингук шел рядом с ним, слегка склонив голову под панамой и слегка кивая толпе. Для любого наблюдателя это было просто очередное культовое появление в аэропорту. Но под яркими огнями атмосфера вот-вот должна была принять пугающий оборот. Когда они прошли через пункт контроля безопасности и вошли в более тихий VIP-коридор, громкие аплодисменты начали стихать, превращаясь в приглушенный гул. Вот тогда настроение и изменилось. Джей Хоуп взглянул на Чингука, чтобы пошутить по поводу продолжительности их полета, но слова застряли у него в горле. Чингуку было не до смеха. На самом деле он едва поднимал глаза. Дыхание было тяжелым, поверхностным и неровным. Тонкая пленка холодного пота блестела на его лбу, несмотря на прохладный кондиционер. Его обычная энергичная осанка исчезла, сменившись сутулыми плечами и медленной, волочащейся походкой. Джей Хоуп мягко спросил, все ли с ним в порядке, и похлопал его по спине. Чингук слабо и натянуто улыбнулся, шепнув, что просто устал от изнурительного графика тренировок. Но Джей Хоуп видел это по его глазам, лицо бледнело. Они были всего в нескольких десятках метров от отдельной комнаты отдыха, когда Чингук внезапно замер на месте. Мир вокруг Чингука закружился. Резкие белые огни терминала размылись в полосы, и в ушах раздался громкий звон. Он попытался сделать еще один шаг, но ноги совсем подкосились. В ужасающую долю секунды глаза Чингука закатились, и его тело рухнуло на мраморный пол. Инстинкты Джей Хоупа сработали мгновенно, он рванулся вперед, подхватив Чингука прямо перед тем, как тот ударился головой о твердый пол. Тихий коридор внезапно охватила паника. Сотрудники службы безопасности бросились к нему, но сердце Джей Хоупа сжалось, когда он почувствовал на руках мертвую тяжесть своего младшего брата. Чингук был совершенно без сознания, бледный как бумага, его дыхание дрожало. Паника накрыла его, как волна ледяной воды. Джей Хоуп обнял Чингука, отчаянно постукивая по щеке и крича, чтобы кто-нибудь немедленно вызвал скорую помощь. Сотрудники аэропорта быстро бросились вызывать медиков, но каждая секунда казалась вечностью. Движимой паникой и непреодолимой потребностью в утешении, Джей Хоуп дрожащими руками схватил телефон. Его разум опустел, но пальцы инстинктивно набрали номер того единственного человека, на которого он всегда полагался в стрессовых ситуациях – Тэхёна. За много километров от них, в студии на другом конце Сеула, зазвонил телефон Тэхёна. Думая, что это короткое сообщение перед вылетом, Тэхён небрежно ответил с улыбкой, спросив, сели ли они уже в самолет. Но из динамика донесся искаженный, отчаянный и полный слез голос Джей Хоупа, который кричал о помощи, говоря, что Чингук потерял сознание. Улыбка мгновенно исчезла с лица Тэхёна. Цвет его кожи померк, он так быстро поднялся, что опрокинул стул, с полным недоверием спрашивая, где они. Джей Хоуп рыдал, говоря, что они возле выхода номер 12 и что Чингук только что потерял сознание. Тэхён схватил куртку, крича менеджеру, чтобы тот подъехал на машине. Ему хотелось прорваться через телефон и промчаться через весь город на бешеной скорости, чтобы быть рядом с ними. Но реальность обрушилась на него с ужасом, он был занят обязательным прямым эфиром и застрял в пробке на другом конце города, в нескольких милях от Инчхона. Он не успел туда вовремя. Тэхён запаниковал, его голос дрожал от слез, он сжимал телефон, парализованный беспомощностью, умоляя Джей Хоупа держаться и убедиться, что с Чингуком все в порядке. Джей Хоуп крикнул в телефон сквозь шум, что наконец-то приехали парамедики и кладут Чингука на носилки, пообещав, что ни на секунду не отойдет от него, пока будет ехать с ним в больницу. На другом конце провода Тэхён крепко зажмурил глаза, слезы текли по его лицу, он шептал молитвы в трубку, не в силах ничего сделать, кроме как слушать хаос в трубке.
Двери аэропорта распахнулись, и медицинская бригада бросилась к машине скорой помощи, а Джей Хоуп крепко держал его за руку на каждом шагу. То, что начиналось как поездка на сцену в Нью-Йорке, превратилось в мучительную борьбу за выздоровление, оставив брата за много миль от него в слезах, отчаянно ожидающего новостей о том, что все будет хорошо. Скорая помощь мчалась по улицам города с воем сирен, прорываясь сквозь плотный сеульский поток машин, а Джей Хоуп сидел рядом с носилками, ни на секунду не отпуская холодного, дрожащего Чингука. Внутри машины резкий, ритмичный писк кардиомонитора наполнял воздух, отражая ужасающую неопределенность ситуации. Каждый раз, когда показания монитора резко возрастали или снижались, Джей Хоуп чувствовал, как сердце у него сжимается в животе. Он продолжал шептать слова поддержки, молясь, чтобы младший мальчик каким-то образом услышал его голос сквозь темноту. Когда они наконец подъехали к входу в отделение неотложной помощи, медицинский персонал бросился выкатывать Чингука прямо в палату интенсивной терапии, оставив Джей Хоупа стоять одного в стерильном, тихом коридоре, глядя на закрытые двойные двери с тяжелым от страха сердцем. В студии Тэхён практически оказался в кошмарном сне. Он расхаживал взад и вперед за кулисами, не в силах усидеть на месте, игнорируя отчаянные крики персонала, пытавшегося вернуть его на съемочную площадку. Яркий студийный свет и веселый окружающий шум казались до тошноты неуместными по сравнению со страхом, охватившим его душу. Каждая минута казалась вечностью, пока он смотрел на свой телефон, ожидая хоть какого-то обновления. Его рука дрожала, когда он вытирал горячие слезы, мучимый всепоглощающим чувством вины за то, что не был рядом, когда братья больше всего в нем нуждались. Расстояние между ними никогда не казалось таким огромным, и никакие профессиональные обязанности не могли заглушить кричащую тревогу в его груди. После того, что казалось бесконечными часами, тяжелые больничные двери распахнулись, и главный врач вышел в приемную. Джей Хоуп мгновенно встал, широко раскрыв глаза от отчаянного ожидания. Врач опустил маску, мягко и ободряюще улыбнулся и объяснил, что сильное физическое истощение, острое обезвоживание и незамеченная высокая температура привели к полному отказу организма Чингука. Хотя внезапный обморок был ужасающим, медицинской команде удалось вовремя стабилизировать его жизненные показатели, и теперь он комфортно отдыхал под пристальным наблюдением. Огромная волна облегчения захлестнула Джей Хоупа, отчего у него слегка подкосились колени, когда он впервые за весь день глубоко вздохнул. Войдя в тихую послеоперационную палату, Джей Хоуп спокойно сел у кровати, наблюдая за медленным, размеренным подъемом и опусканием грудной клетки Чингука. Тихо набрав номер Тэхёна, Джей Хоуп включил громкую связь и поднес телефон к кровати как раз в тот момент, когда веки Чингука приоткрылись. Узнав слабый, усталый шепот младшего брата, здоровавшегося по телефону, Тэхён тихо расплакался от чистого облегчения на другом конце провода. Хотя график выступлений в Нью-Йорке пришлось приостановить, и шок от произошедшего будет ощущаться еще долго, это ужасное испытание закончилось глубоким напоминанием о том, что действительно важно: их непоколебимая связь, защита друг друга и обеспечение того, чтобы они вместе пережили любую бурю. Когда новость о внезапной госпитализации распространилась среди остальной команды, все внимание сразу же переключилось на защиту здоровья и частной жизни Чингука. Сотрудники больницы в спешке готовили официальное заявление для общественности, кратко объясняя, что поездка в Нью-Йорк была отложена из-за внезапных проблем со здоровьем, не раскрывая ужасающих подробностей произошедшего. У здания медицинского учреждения быстро усилили охрану, чтобы предотвратить появление папарацци и обезумевших фанатов, которые начали собираться, заметив внезапную отмену поездки. Однако в тихих стенах больничного крыла внешний шум полностью затих, уступив место глубокому, коллективному чувству осторожности и заботы, сосредоточенному вокруг одной цели – дать Чингуку пространство и покой, необходимые ему для полного выздоровления. В течение следующих нескольких часов, с наступлением ночи, атмосфера в отдельной палате постепенно смягчалась. Внутривенные жидкости и лекарства начали действовать, возвращая румянец бледному лицу Чингука. Джей Хоуп оставался неподвижно сидеть в кресле рядом с кроватью, отказываясь вставать, даже когда ему предложили отдельную комнату для отдыха.
Между тихими разговорами он постоянно отправлял видеообновления Тэхёну, который наконец-то смог закончить свой обязательный график и теперь мчался через весь город на личном автомобиле. Наблюдая за тем, как его младший брат нормально дышит и даже смущенно, извиняясь за то, что так напугал его, он испытывал чувство тихого утешения, которое не могло сравниться ни с одним успешным выступлением или аншлаговым шоу. Когда Тэхён наконец ворвался в больничную палату, измученный и все еще в своей одежде для трансляций, тяжелая атмосфера затянувшейся травмы полностью рассеялась. Не говоря ни слова, он пересек комнату и нежно обнял Чингука, стараясь не потревожить провода, а затем обнял и Джей Хоупа. Сидя вместе в тускло освещенной больничной палате до поздней ночи, троица тихо говорила о том, как легко они преодолели свои физические пределы в погоне за совершенством. Ужасный инцидент в аэропорту Инчхон стал отрезвляющим тревожным сигналом, но, сидя рядом и слушая размеренный ритм кардиомонитора, они не знали, что ни сцена, ни свет софитов не стоят больше, чем их здоровье и безусловная связь, которая их объединяла. Напряжение достигло кульминации, когда правда, долго скрывавшаяся в тени, наконец-то вышла наружу под проливным дождем. Внезапный раскат грома расколол ночь, словно крик, свидетельствующий о взгляде, полном предательства. Больше не было оправданий, больше не было сладких масок, только две души, стоящие лицом к лицу, с ранами, слишком глубокими, чтобы когда-либо зажить. «Звездочка, почему это должен был быть ты?» «Звездочка», — прошептала она дрожащим голосом, сдерживая слезы, жгучие под глазами. Ее пальцы крепко сжимали тайные улики, теперь насквозь промокшие, неопровержимое доказательство того, что человек, которому она доверяла и которого больше всего ценила, был организатором полного разрушения ее жизни. Каждое слово, слетевшее с ее губ, было словно кинжал, пронзающий последние силы. Фигура перед ней могла лишь стоять, склонившись в молчании, больше не в силах встретиться взглядом с глазами, которые когда-то были полны тепла и доверия. Сожаление пришло слишком поздно, терзая их душу, как яд, но содеянное нельзя было отменить. Когда был сделан нерешительный шаг вперед, чтобы молить о прощении, расстояние между ними, казалось, только увеличивалось, превращаясь в непреодолимую пропасть пустоты. Внезапно вой сирен и отчаянный стук приближающихся шагов разрушили тьму вдали. В считанные секунды нужно было сделать мучительный выбор: позволить тайне остаться погребенной вместе с запретной жертвой или позволить закону разрушить их будущее. Их дыхание стало прерывистым, они мчались наперегонки со временем, которое истощало остатки надежды. Сделав один тяжелый вдох, они наконец приняли отчаянное решение. Прежде чем темные тени поглотили ночь целиком, в шелесте ветра разнеслось последнее шепотное признание, обещание, запятнанное слезами, но скрывающее новую мрачную тайну, которая навсегда изменит ход их судьбы. Оставляйте здесь свои позитивные комментарии. Лучший комментарий будет закреплен в знак благодарности за их любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас за вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Оно создано исключительно в развлекательных целях и не является подтвержденными фактами.